So the challenge is how we actually develop this more flexible European Union and how we make sure this flexibility is a democratic flexibility. It's not a flexibility that is decided purely by political elites. Ну, естественно, вопрос заключается основной в том, как же достигнуть такой лучшей Европы, как достигнуть этой гибкой Европы, как достигнуть этого уровня гибкости, необходимого для эффективного политического процесса. Кроме того, как гарантировать, что все это будет в соответствии с демократическими ценностями. We need to be more flexible. We need to hand ownership back to European citizens. But we also need to realize that Eurosceptic parties themselves do not provide long-term solutions. Необходимо быть более гибкими, необходимо быть более близкими к обычным гражданам Европейского Союза. Но также необходимо понимать, что у евроскептиков отсутствует очень важная вещь в их видении политического будущего, отсутствие долгосрочной перспективы. This is because the level of interdependence between European economies, which is still deepening, and means today it's simply not feasible for national economies to think that they can survive and prosper completely independently from each other. Это, во-первых, в первую очередь связано с уровнем взаимных зависимостей между различными национальными экономиками. Нельзя даже представить, что любая национальная экономика может выжить, будучи изолированной в одиночку. We still need to manage very deep interdependence, but to do that in a more democratic way. Да, необходимо управлять этой взаимозависимостью, однако необходимо делать это более демократически. One final point that is related to that is that many European governments, many European countries themselves are suffering deep problems in terms of human rights and democracy. Еще одно важным замечанием является в том, что многие страны Европейского Союза во многих странах Европейского Союза есть проблемы на национальном уровне, связанные с правами человека и демократией. The Council of Europe has just published a report which shows that the human rights situation within European Union countries is worse than it's been for many, many years. Совет Европы издал отчет о том, что ситуация с демократией, правами человека в странах Европы является на данный момент наихудшей, чем она была за последние годы. One proposal is for this Copenhagen Commission, which will enable the European Union to take measures against its own member states, when there are really serious political developments in those states, to act as a kind of protection against some of the political problems we've seen in recent years. Было предложение комиссии в Копенгагене о том, чтобы Европейский Союз предпринимал определенные шаги против своих стран-членов, если в этом стране или государстве зарегистрированы определенные явления, противоречащие демократии и правам человека. Final point. To sum all this up, I would say the crisis is still serious, perhaps not as serious as it seemed a year ago, but there are still some fundamentally political issues that European governments have to address to put the European Union on the right track for the long term. И последнее. Подытоживая все вышесказанное, Ричард считает, что кризис на данном этапе все еще серьезен. И чтобы его решить, национальным государствам необходимо предпринять определенные политические шаги. In my opinion, the solution is not necessarily less integration, but to ensure that the way decisions are taken, especially on very sensitive economic issues, is far more open than it's been in the past. It's only through that that the EU can hope to regain the trust of its citizens.
И с точки зрения Ричарда, решением кризиса является не меньшая степень интеграции в Европе, однако более высокая степень прозрачности и обоснованности предпринимаемых экономических решений, чем это было в прошлом. И именно таким образом кризис может быть преодолен. We've had a very serious economic crisis, but I would argue the even more serious crisis is a political one. And this is because of the following. In the last 5 years, we've had a lot of new social mobilization across Europe. And it's social mobilization that has showed a great degree of frustration with governments. In some ways, good news for democracy, but this is a form of social mobilization that at the moment is very disengaged from institutionalized political processes. And unless that mobilization feels it's fully engaged with European Union decisions, then we could see more and more instability across the European Union. Экономический кризис, который развернулся в Европе, достаточно серьезен. Однако политический кризис является еще более серьезным. За последние годы было очень много примеров социальной мобилизации граждан Европейского Союза. И с этой точки зрения оказывается, что это очень хорошо для оценки демократии. Однако проблема заключается в следующем. Данная форма социальной мобилизации показывает лишь недовольство рядовых граждан. И она не несет никакого влияния она весьма далека от тех институтов, которые действительно принимают какие-либо политические решения в Европейском Союзе, и она не оказывает никакого влияния на политические органы власти. И все это способствует еще большей степени политической нестабильности в Европе. And that's all. That's my happy conclusion.